BMW R90 один из самых популярных мотоциклов для постройки кастома. Есть куча различных проектов, но я хочу сегодня рассказать о, наверное, самом невероятном кастоме на базе R90, который сотворил талантливейший наш с вами соотечественник Дмитрий Голубчиков. Он основатель и владелец кастомной мастерской Zillers Motorcycles. Дмитрий имеет высшее образование в области инженерного конструктора и на протяжении всей своей жизни занимался разработкой, созданием и реконструкцией различного оборудования. Zillers Motorcycles специализируется на производстве мотоциклов по индивидуальным проектам кастомизации. За последние годы проекты мастерской завоевали множество призов на российских и зарубежных выставках и шоу. Zillers Motorcycles – четырехкратный чемпион России. В 2018 году Дмитрий Голубчиков и Zillers Motorcycles выиграли чемпионат мира AMD в Кёльне, Германия. Российский кастомайзер праздновал триумф благодаря превосходному кастому Insomnia на базе Yamaha SR400. Но мы сегодня поговорим о проекте под кодовым названием Project 801, который изначально был заказан от BMW Россия. Основным замыслом в работе над проектом была авиационная тематика. Это дань мастеров Zillers Garage авиационному прошлому BMW и идеям ретро-дизайна середины 20 века. Целью Дмитрия было сделать абсолютно не похожий проект BMW R90 на когда-либо представленный ранее, и это у него получилось. Одна из главных особенностей кастома — это алюминиевый обвес. Его дизайн повторяет линии самолетов межвоенного периода. Обвес спроектировал Михаил Смоленов с помощью компьютерного моделирования. Затем мастер вручную выбил его из алюминиевых листов на деревянной форме. Ветровое стекло и лицевая часть вокруг фары были распечатаны на 3D принтере. Логотипы BMW по бокам обвеса больше обычных. В алюминиевое тело кастома вмонтированы кнопки управления и электронный спидометр. Передняя фара сделана специально под весь дизайн и имеет центральную линзу с ангельским глазом вокруг. В хвостовой части мотоцикла под сдвигающейся панелью оборудован бардачок для перчаток с USB-выходом для зарядки телефона, с интегрированными в крышку стоп-сигналом и поворотниками. Продолжением авиационной тематики служат 18-дюймовые колеса очень сложной формы, которые имеют дизайн авиационных турбин из мелкой крыльчатки. И несмотря на то, что они были выточены на станке ЧПУ, на них было потрачено очень много времени. По словам Дмитрия, на обработку одной стороны спицы уходило порядка 30 минут. Также сложности у Дмитрия возникли с покраской. Мастер долго подбирал цвет и 3 раза перекрашивал мотоцикл. В итоге получившийся матовый цвет очень всем зашел, включая самого Дмитрия. Выхлопная система изначально планировалась под хвостом, однако там оказалось очень мало места. Поэтому было решено вывести ее с левой стороны так, чтобы она не перекрывала рисунок открытого заднего колеса. Еще одной фишкой мотоцикла является специально разработанная пневмоподвеска. Была проделана большая и сложная работа, во время которой Дмитрий даже думал отказаться от этой идеи, но он все-таки собрался и довел дело до конца. В итоге была полностью переделана передняя вилка. Здесь используется своя хитрая система с двумя вилками, идущими друг другу навстречу, с использованием гидравлических и пневматических элементов. Она держит обвес в нескольких миллиметрах от дорожного покрытия. Также благодаря пневмоподвеске мотоцикл можно не ставить на подножку при остановке, а просто опускать на дорогу.
При всем при этом Дмитрий сохранил стандартную для BMW R90 посадку. Высота сидения осталась неизменной, даже клипоны руля использованы родные, так что райдер, привыкший к R90, просто сядет на него и поедет. Под обвесом кастома также сохранился родной двигатель мотоцикла. Это силовая установка объемом 1170 кубических сантиметров, которая выдает 110 лошадиных сил максимальной мощности. На сайте Zillers Moto за этот шедевр просят 4 миллиона рублей, с пометкой, что в стоимость комплекта не входит донорский мотоцикл. Мотоцикл должен быть представлен клиентам или стоимость готового изделия, включая мотоцикл, составит 5 миллионов 400 тысяч российских рублей, что примерно 71 тысяча долларов по нынешнему курсу.